А что если экономический рост больше не будет зависеть от людей? Звучит как научная фантастика, правда? Но вот аналитики из корпорации Rand попытались все это просчитать в конкретных цифрах. В этом разборе мы погрузимся в их отчет и посмотрим, какие два совершенно разных варианта будущего нас могут ждать с развитием искусственного интеллекта. Вся эта дискуссия, по сути, сводится к одному главному, я бы даже сказал, фундаментальному вопросу. От ответа на него и зависит, по какому пути мы пойдем. Итак, перед нами две дороги. На одной ИИ — это наш самый мощный инструмент, который делает нас продуктивнее, а на другой он может стать полноценной заменой человеку, почти во всем. И вот от этого выбора и зависит, останемся ли мы, что называется, у руля, или же передадим управление машинам. И поймите, это не просто какая-то теоретическая болтовня. Это, пожалуй, ключевая дилемма, которая уже сейчас стоит перед мировыми лидерами. И их решение определит, в каком мире мы будем жить. Но как вообще можно оценить настолько разные сценарии? Неужели можно заглянуть в будущее? Исследователи из Rand предложили свой вариант. Они создали сложнейшую экономическую модель. Давайте же разберемся, что у них получилось. Это, конечно, не гадание на кофейной гуще. В основе всего этого лежит строгая, просчитанная экономическая модель. Она как раз и позволяет симулировать потенциальные последствия каждого из путей. Это такая попытка увидеть будущее через призму холодных цифр и фактов. Первый сценарий они назвали «мир инструментов». Это будущее, где ИИ, по сути, самый продвинутый в мире молоток или калькулятор. Он невероятно помогает нам, делает нас эффективнее, но мы все равно остаемся узким местом, главным ограничителем роста. В конечном счете все упирается в нас. А вот второй сценарий, мир агентов, это уже совершенно другая история. Здесь ИИ не просто инструмент, это полноценный автономный работник, который может буквально вычеркнуть человека из экономического уравнения. Это мир, где экономика может расти сама по себе, вообще без нашего участия. Давайте просто поставим эти два мира рядом. Слева мы управляем машинами. Справа машины вполне могут обойтись без нас. И вот тут-то и кроется фундаментальное различие. Мир агентов убирает человеческий фактор как преграду для теоретически бесконечного роста. И когда экономисты запустили симуляцию этих двух миров, результаты, скажу я вам, оказались, просто ошеломляющими. Разница между ними — это не просто цифры, это настоящая экономическая пропасть. Смотрите, в среднем экономика в мире агентов растет на 3,8% быстрее каждый год. Вроде бы, что такое 3-4%? Кажется немного, да? Но это как сложный процент в банке. Сначала разница почти незаметна, но со временем она превращается в колоссальную сумму. А вот так эта, казалось бы, небольшая разница выглядит в перспективе 20 лет. Этот график очень наглядно показывает, как маленькое ежегодное преимущество превращается в ту самую экономическую пропасть между двумя вариантами будущего. Ну и, наконец, вишенка на торте. К 2045 году, согласно модели, экономика мира агентов может стать почти в 4 раза, вдумайтесь, в 4 раза больше, чем в мире инструментов. Речь идет о десятках, если не сотнях, триллионов долларов. Это просто астрономические цифры. Хорошо, цифры впечатляют. Но что все это значит на практике? Почему эти расчеты должны волновать не только экономистов, но и вообще каждого из нас? Этот взрывной рост, конечно, не берется из воздуха. Он зависит от нескольких вещей. Во-первых, как быстро мы сможем, скажем так, превращать компьютерное железо в умных и агентов. Во-вторых, сколько денег мы будем в это вкладывать. И, что самое важное, сможет ли ИИ сам придумывать новые идеи и, по сути, создавать себе подобных. И вот тут мы подходим к самому главному выбору. С одной стороны весов невероятное богатство, с другой — безопасность и контроль. Так какова же цена безопасности? Сколько стоит наш отказ от такого будущего? Отчет Rand пытается выразить это в конкретных цифрах. Представьте на секунду, вам предлагают сделку, которая может сделать вас сказочно богатым, но есть риск, и риск огромный. Так вот, чтобы оправдать отказ от этого богатства, вы должны ценить свою безопасность больше, чем все, что у вас есть сейчас. Примерно такой же масштаб выбора и перед нами. Чтобы оправдать отказ от мира агентов, мы должны ценить безопасность в 1 и 2 раза больше, чем вся наша сегодняшняя мировая экономика. В конечном счете, никакая модель, никакие цифры не сделают этот выбор за нас. На одной чаше весов беспрецедентное процветание, шанс на утопию. На другой — совершенно немыслимые риски, вплоть до экзистенциальных. Этот выбор нам предстоит сделать уже очень скоро.